Всем привет! Сегодня у нас расклад «Что ты должна знать прямо сейчас?». И прежде чем начать, сразу говорю, выбирайте свою колоду. Смотрите, первая колода «Нейро ведьмы и деда» 1, вторая это 2 и третья 3. Колоду вы можете себе взять на бусте, макеты профессиональные, только распечатать нужно. Меня спросили, а как распечатывать? Смотрите, объясню. Есть два варианта. Один, когда вам почти ничего не нужно делать. Второй, когда вы сами ищете типографию. Про типографию понятно, да? Макет скачиваете себе там на флешку, куда-нибудь, идете в типографию, отдаете, вам печатают. Второй вариант. На уровне проживания арканов доступен магический чат. Туда заходите, там девочка этим занимается, она вам распечатает и отправит. Все это ссылки на Бусти. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии на сам Бусти. И также приходите в проживание старших и младших арканов. Это полная проработка вашей жизни. Вот прям полная. От детства до сегодняшних дней. Плюс в будущее. Потому что в магии вы можете себе, как сказать, создать свое будущее. Например, там бизнес открыть, любой. То есть все, что угодно. Также в проживании арканов вы научитесь в потоке читать арканы. Без книжек вот этих. Потому что каждую энергию аркана вы через себя пропустите. Также приходите в манифест. В манифесте вы научитесь эзотерике, как бы сказать, не эзотерике, магии. Вы научитесь ритуалам, вы научитесь защиты ставить как себе, так и другим. Чакры чистить, открывать дороги, все это в манифесте. Все это на Бусти или для тех, у кого Бусти недоступен, а это буквально 2-3 страны, на Ютубе можно. То есть на Ютубе заходите на этот канал, на главную страницу, кликаете раздел «Плейлисты», и там все эти плейлисты, то есть видео. И те, кто на Ютубе проживают арканы, обязательно зайдите во вкладку «Записи» или «Сообщество». У всех по-разному это видно. И там есть ссылки на чаты. На чаты проживания, на чат кроличья нора и чат отчетов. Обязательно зайдите. Эзотерическая библиотека. Эзотерическая библиотека, она только на Бусти. Там на уровне эзотерическая библиотека вам доступны и закрытые расклады, и сама библиотека. Привяжите только Telegram, там есть инструкция. И обязательно говорю, и в библиотеке находится более 900 книг и аудиокниг разных форматов. То есть, не художественная литература, в основном эзотерика и саморазвитие, самопознание, понимаете? Поэтому заходите, не пожалеете. Итак, я думаю, что давайте начнем наш расклад. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, единичка. Что ты должна узнать прямо сейчас? Колода «Нейро ведьмы и деда» номер 1. Сразу скажу, передо мной бумажка с вопросами, чтоб я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел, а то бывает я увлекаюсь и, как говорится, меня фиг остановишь. Что сейчас в твоей жизни происходит? Сигнификация. Да, кстати, много вопросов про сигнификацию.
Пишут: камешков нету, этого нету. Вот вам и камешки, и выбор колоды, и сигнификация. Хотя камешки не нужны, когда сигнификация есть, потому что все выбирают по сигнификации. Камешки только путают. В твоей жизни что происходит? Полная каша происходит. Но не совсем такая. Она очень хитро замаскирована под вот эту борьба за принципы. Ты ввязалась в какой-то дурацкий и бессмысленный конфликт, где все участники, включая и тебя, пытаются доказать, кто из них правильней. И это не открытая война, это вот какая-то мышиная возня. Куча мелких споров, куча мелких подколов, несогласий, где вот каждый пытается одеяло на себя перетянуть. И самое плохое, что вся вот эта грызня, она подается под соусом каких-то высоких материй, традиций, правил. Кто-то постоянно говорит: вот так надо, вот так принято, вот так вот всегда было. И под вот этим, как говорится, флагом творится полный беспредел. И ты тратишь кучу энергии на то, чтобы отбиваться от чужих мнений, то есть доказывать свою точку зрения, которые, вот знаешь, как сказать, ненужный конфликт. И это на работе, где вот каждый воюет с другим за какой-то там правильный подход к там проекту и так далее. Где старшее поколение учит тебя, как надо жить. Старшее, я имею в виду, не по возрасту, а тот, кто дольше работает. В итоге никакого результата, только всеобщее раздражение и усталость. Ты сейчас не борешься за что-то важное, нет. Ты просто участвуешь в конкурсе «Кто самый умный?». И в этом конкурсе победителей не будет. Все просто вымотают друг другу нервы и разойдутся, каждый уверен в своей правоте. Поэтому сразу скажу, а для чего это все? Что ты должна знать прямо сейчас? Но что ты сидишь посреди своего вот этого идеального мира, своей стабильности, своей семьи, и сознательно зажмурилась. Ты сделала вид, что ты ничего не видишь. Прям вот перед носом твоим лежит огромная проблема, которая грозит разрушить все, что ты так ценишь. Но ты что? Но ты сидишь вот в этой позе «я в домике». Руки скрестила на груди и вид делаешь, что ничего не происходит. Защитная реакция твоя. Не видеть, не слышать, не принимать решения. Потому что если глазки откроешь, вся твоя картинка идеальной семьи, идеального благополучия, стабильности, оно все рассыпется, как карточный домик. Ты боишься сделать выбор. Перед тобой две дороги, два варианта, но ты отказываешься выбирать, потому что любой выбор приведет к потерям. И ты выбрала самое простое — ничего не делать и надеяться, что все рассосется само по себе. Знаешь, не рассосется. Твое упрямое нежелание видеть правду — это и есть главная угроза вот твоему благополучию. Ты так сильно держишься за эту красивую картинку для соседей, что ты не замечаешь, как изнутри все уже прогнило. Тебе знать нужно, что твоя слепота — это не способ сохранить мир, это самый короткий путь к его разрушению. Какой совет? Уходи. Вот просто вот не в смысле там собирай вещи и беги, нет, а в смысле уйди в себя. Тебе нужно добровольно, осознанно изолироваться от всего вот этого балагана в твоей жизни. Выключи телефон, перестань общаться с теми, кто выносит тебе мозг. Паузу возьми. Тебе сейчас прям жизненно необходимо остаться одной, чтобы пережить свое вот это разочарование. Хватит делать вид, что все в порядке. Признай, что все хреново. Что твои мечты, они разбились, что ты потеряла что-то очень важное. Ты стоишь и смотришь на вот эти, как сказать, твои потери, твои несбывшиеся надежды, и ты зациклилась на них, что даже не видишь ничего вокруг. Понимаешь? Карты не говорят тебе: посмотри, у тебя осталось вот это, вот это, вот это. Нет, карты говорят: сиди и поплачь. Понимаешь?
Позволь себе погоревать. Тебе нужно уйти в свою вот эту внутреннюю пещеру и просто пережить эту боль до конца. Без советов чужих, без попыток тебя развеселить. Только ты и твое горе. Это единственный способ переработать весь вот этот негативный опыт. И только когда ты пройдешь через вот это все в полном одиночестве, ты сможешь зажечь вот этот свой собственный фонарь и найти выход из вот этой темноты. Больше никак. Обязательно подписывайся на канал, чтобы меня не потерять, и переходим ко второму варианту. Двоечки. Первые две карты — это сигнификация. Камешки тут не нужны, но я вам положил или положил, не знаю, как правильно. Так вот, что у тебя в жизни сейчас происходит? А у тебя одно и то же, но в разных декорациях. То есть ты постоянно срываешься с места в поисках там чего-то нового. Появляется новая идея, там новый проект, новый город, новый мужик, и ты с головой, со всей своей страстью кидаешься в эту историю. Тебя азарт захватывает. У тебя полно энтузиазма, и ты уверена, что вот оно, то самое, что я так долго искала. И что ты делаешь? Мосты сжигаешь, бросаешь то, что было, и вперед несешься, не разбирая дороги. А потом проходит совсем вообще немного времени, и весь вот этот запал у тебя исчезает. И как только вот этот первый запал утихает, ты видишь, что здесь все не то. Что-то не так, что-то не идеально, что-то разочаровывает. И вместо того, чтобы разбираться, что-то исправлять, ты испытываешь тоску и отвращение. Тебе становится скучно и противно. И ты, не говоря ни слова, просто разворачиваешься и уходишь. Оставляешь за спиной недоделанные свои начинания, проекты, людей растерянных. И тут же начинаешь искать новую точку, как говорится, на карте, куда можно стремительно ворваться. Это неосознанный поиск себя, нет. Это импульсивный побег от разочарования. Ты бежишь не к чему-то, а от чего-то. От чувства, что тебя опять обманули. Хотя на самом деле ты сама себя обманываешь. Понимаешь? Что ты должна знать прямо сейчас? Что все ответы, которые ты лихорадочно вот ищешь во внешнем мире, они внутри тебя. Но ты боишься их услышать. Поэтому ты создаешь вокруг себя вот этот постоянный шум, движение, чтобы, как говорится, не дай бог, не остаться в тишине наедине с собой. Твоя главная правда, она спрятана так глубоко, что добраться до нее можно только одним способом — полностью остановившись. Тебе нужно не просто взять отпуск, тебе нужно устроить себе добровольное заключение, на дно залечь, отключить все внешние вот эти раздражители, там телефон и так далее и тому подобное. Ты должна знать, что твоя интуиция, она давно уже кричит тебе, в чем корень всех твоих проблем. А ты подсознательно все знаешь. Знаешь, почему тебе не сидится на месте, знаешь, от какой боли ты на самом деле бежишь. Но ты сознательно игнорируешь этот голос внутренний, потому что эта правда, она очень неудобная и болезненная. И она потребует от тебя не просто сменить обстановку, а полностью поменять себя. А это страшненько. Поэтому ты предпочитаешь бесконечный вот этот бег по кругу, да, на карусельке кататься. Карты говорят: хватит бегать, замри. Ответы уже есть, тебе просто не хватает смелости с ними встретиться. Какой совет? Ну, знаешь, совет не в том, чтобы найти гармонию, успокоиться. Нет, забудь такое.
Твой путь лежит через конфликт. У тебя внутри куча противоречий. Куча желаний, которые тянут тебя в разные стороны. Одна часть тебя хочет стабильности, другая — приключений, третья — там славы, четвертая — покоя. И весь вот этот балаган, он разрывает тебя на части. Так вот, хватит пытаться их примирить. Ты должна сделать обратное. Признай этот внутренний конфликт и начни им управлять. Вот представь, что все твои вот эти противоречивые желания — это не твои враги, а твои подчиненные. Немного бестолковые, крикливые, тупые, постоянно дерутся между собой, но они полны энергии. Твоя задача — стать для них боссом. Тем самым человеком, который может взять разные вот несовместимые стихии и заставить их на себя работать. Перестань быть жертвой своего внутреннего хаоса. Стань его вот этим режиссером. Собери все свои «хочу» в кучу и направь эту дикую, неуправляемую энергию на одну единственную, но очень конкретную цель. Не подавляй свой внутренний конфликт, возглавь его. Используй эту силу для созидания, понимаешь? И обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять. И давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Первые две карты — сигнификация. Камешки, по идее, не нужны, но мало ли. Что сейчас в жизни происходит? Ты в паршивой ситуации сейчас. Она прикидывается, вот эта ситуация, как будто это путь к успеху. Вот сейчас ты пашешь как проклятая. Каждый день ты оттачиваешь там свое мастерство, вкладываешь всю себя в работу, думая, что вот-вот еще немного и будет результат. И ты уверена, что твой труд, твое усердие обязательно оценят. Ты становишься лучшей в своем деле. Ты самый ценный игрок в команде. А теперь по сторонам посмотри. Пока ты над детальками скрупулезно как называется-то, работаешь, за твоей спиной идет грязная игра. Твои коллеги, партнеры, близкие люди просто пользуются твоим трудоголизмом вот этим. Ты выигрываешь битву, но ты проигрываешь войну. Ты идеально выполняешь свою часть работы, но победу забирает кто-то другой. Тот, кто был хитрее, а не усерднее, понимаешь? Твои идеи выдают за свои. Достижения твои присваивают себе. Понимаешь? Ты вот как солдат, который в одиночку взял высоту, да, а когда обернулся, понял, что армия-то давно отступила, оставив его одного с бесполезным чем-то, с бесполезной высотой. И самое отвратительное, что ты вроде бы победила, ты все сделала идеально, но на душе такое мерзкое чувство, как будто тебя обманули и унизили. Ты строишь замок из песка, а волна предательства уже близко. Что должна знать прямо сейчас? Пока ты занята вот этой войной бессмысленной, у тебя под носом реальный шанс все изменить. Но это не какая-то вот дверь такая с надписью «Новая жизнь». Нет, это вот маленькая, почти незаметная возможность.
объявление о каких-то дурацких курсах, возможно, там разговор с малознакомым человеком о новом проекте. Какая-то мелкая подработка, на которую ты бы никогда внимания не обратил. Это очень что-то приземленное и конкретное. И на первый взгляд оно незначительно для тебя. Это не джекпот, нет. Это всего лишь один лотерейный билет. Но чтобы увидеть этот шанс, тебе нужно перестать быть наивной дурочкой и включить в себе сыщика. Хватит людям на слово верить. Начни вопросы задавать, начни сомневаться, проверять информацию. Тебе нужно проявить любопытство, но не такое детское, да? А такое вот здоровое, циничное любопытство следователя. Например, там, кто эти курсы ведет, что это за проект, какая от него реальная выгода. Тебе нужно узнать конкретную практическую информацию, которая будет ключиком к этой двери. Твой выход из нынешней ситуации лежит не через борьбу, через знание. Тебе нужно выучить вот это что-то новое, эти курсы, получить конкретный навык, который даст тебе вот этот маленький, но реальный шанс начать все с чистого листа. Понимаешь? Совет тут даже трактовать не нужно. Прям он простой до безобразия. Хватит ждать, что кто-то придет и оценит тебя по достоинству. Вот и все. Ты должна сама стать для себя вот этим кем-то. Перестань вот быть этим, как его, работником года. Стань самой для себя генеральным директором. Твоя задача построить свою собственную, как сказать, империю. Создать в своей жизни такую структуру, где все правила, где все вот эти законы устанавливаешь ты и только ты, никто другой. Вот разработай свой собственный вот этот свод законов, да, и заставь всех вокруг себя, включая и себя, жить по нему. Кто, когда, на каких условиях получать там твое время. Твое не только время, там энергию, деньги и так далее, чтобы решала только ты. Ты должна стать для себя главным спонсором. Перестань быть той, кто вот просит, стань той, кто дает. Но дает не из жалости, а из позиции силы. Потому что ты — это центр твоей вот финансовой энергетической системы. Сначала ты вкладываешь все ресурсы в себя, в свою империю, там, в свою стабильность. А вот когда ты будешь твердо на ногах стоять, когда у тебя будет переизбыток всего, тогда и оглянешься по сторонам и решишь, кто из твоего окружения достоин твоей щедрости, а кто нет. Ты будешь не спасать нуждающихся, а инвестировать в тех, кто это заслужил. Создай свой порядок, возьми под тотальный контроль все свои ресурсы и научись ими мудро распоряжаться. Сейчас этого нет. Твоя власть, она, знаешь, вот в твоей щедрости, но только в той, которую ты контролируешь. Сейчас ты не контролируешь ничего. Вот такой вот сегодня был расклад. Приходите в проживание арканов, манифест, в эзотерическую библиотеку и помните, что дед всегда рядом.